Мир вам, дорогие подписчики и гости моего канала. Рада приветствовать вас во второй части мастер-класса по этой прекрасной шали. Если вы попали на канал случайно, вверху оставлю ссылочку на первую часть, пройдите, обязательно посмотрите ее. Ну и, конечно же, вяжите вместе со мной. А также я буду рада, если вы подпишетесь на канал и оставите свои комментарии. В первой части мы провязали 11 рядов. Приступаем к вязанию 12 ряда. Начинаем так же, как и предыдущие ряды. Провязываем 2 пышных столбика из 3 накидов. И далее продолжаем узор. Делаем 3 воздушные петли. Теперь вершину первого столбика предыдущего ряда провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик, и сюда же в эту же вершинку провязываем второй столбик. Сделали прибавочку. Далее вершину следующего столбика провязываем 1 столбик с накидом. Вершину следующего столбика провяжем еще прибавку из 2 столбиков с накидом. Первый столбик, и сюда же в эту же вершину второй столбик с одним накидом. Сделали 5 столбиков. Теперь 2 воздушные петли. Далее у нас идет здесь 1 столбик с накидом. В его вершину провяжем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй столбик и сюда же третий столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петли. Вершину первого столбика веера предыдущего ряда провязываем прибавку из 2 столбиков с накидом. Вершину второго столбика 1 столбик с накидом. И в вершину третьего столбика тоже делаем прибавку из 2 столбиков с одним накидом. Итак, далее делаем 3 воздушные петли и между 2 пышных столбиков провязываем такие же 2 пышных столбика. Первый пышный столбик из 3 накидов, 2 воздушные петли и сюда же второй пышный столбик из 3 накидов. Вот посмотрите, здесь у нас просто формируется узор, полностью такой же, как и с самого начала мы вязали. Как вот изначально мы вязали, также здесь повторяется весь этот узор. Так, а здесь нам нужно уже закончить. Так, делаем 3 воздушные петли, накид. Тут у нас 4 столбика. Вершину первого столбика провязываем столбик с накидом не до конца, 2 петли оставили на крючке. Вершину второго столбика столбик с накидом не до конца, на крючке остались 3 петли. Вершину третьего столбика столбик с накидом не до конца, 4 петли на крючке. И в вершину последнего столбика провязываем столбик с накидом не до конца, у нас на крючке 5 петель. Захватываем ниточку крючком и провязываем все петли вместе. Теперь делаем 3 воздушные петли и между 2 пышных столбиков провязываем 2 таких же пышных столбика. Первый пышный столбик, 2 воздушные петли и сюда же еще один пышный столбик из 3 накидов. Далее 3 воздушные петли. И тут повторяем. Вершину первого столбика провязываем прибавку из 2 столбиков с накидом. Первый столбик, сюда же второй столбик. Вершину следующего столбика 1 столбик с накидом. Вершину третьего столбика прибавка из 2 столбиков с накидом.
первый столбик и второй столбик с накидом. Итак, мы тут провязали 5 столбиков. Теперь делаем 2 воздушные петли. 1, 2. И вот один у нас столбик, в его вершину провяжем 3 столбика с накидом. 1 сюда же, 2 и 3. 2 воздушные петли. 1, 2. В этот веер предыдущего ряда также сделаем 5 столбиков. В вершину первого столбика прибавку из 2 столбиков с накидом. 1 столбик, сюда же второй столбик. В вершину второго столбика 1 столбик с одним накидом. И в вершину третьего столбика 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик с накидом. Провязали здесь 5 столбиков. Также у нас тут 5, 3, 5. Далее 3 воздушные петли. И в конце между двумя пышными столбиками провязываем такие же 2 пышных столбика. Первый пышный столбик из 3 накидов, 2 воздушные петли и сюда же второй пышный столбик из 3 накидов. Зафиксировали в конце петлей. Так мы с вами провязали 12 ряд. И вот что у нас получается на этом этапе. Приступаем теперь к вязанию 13 ряда. 13 ряд, как и 7, будет немного отличаться в начале. То есть в начале мы делаем не 2, а 3 пышных столбика. Сделали 1 пышный столбик, 2 воздушные петли, сюда же под цепочку делаем второй пышный столбик, делаем 2 воздушные петли и сюда же под эту же цепочку провязываем третий пышный столбик из 3 накидов. Фиксируем петлей. Итак, 3 пышных столбика. Теперь у нас идут 3 воздушные петли. И здесь мы продолжаем наш лепесток, точнее будем его уменьшать. Делаем убавочку. Вершину первого столбика провязываем столбик с накидом не до конца. У нас 2 петли остались на крючке. Вершину второго столбика провязали столбик с накидом не до конца. И у нас 3 петли на крючке, которые мы провязали вместе. Делаем накид, вершину второго столбика, третьего точнее уже даже, провязываем столбик с накидом, полноценный. Вершину следующего столбика провязываем столбик с накидом не до конца, у нас на крючке 2 петли. И в вершину последнего, 5-го столбика провязываем столбик с накидом не до конца. На крючке у нас остались 3 петли, эти 3 петли провязали вместе. Теперь у нас 2 воздушные петли. В этот веер вершину первого столбика провязываем наоборот прибавку. 1 столбик и сюда же в эту же вершину провязываем второй столбик. Вершину следующего второго столбика предыдущего ряда провязываем 1 столбик с накидом. И в вершину третьего столбика провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. Тут у нас получилось 5 столбиков. Теперь 2 воздушные петли. Вершину первого столбика провязываем столбик с накидом не до конца. На крючке у нас 2 петли и вершину второго столбика столбик с накидом не до конца. 3 петли на крючке провязали вместе. В вершину третьего столбика провязываем столбик с одним накидом, 1 столбик. В вершину следующего столбика столбик с накидом не до конца и в вершину последнего столбика столбик с накидом не до конца. 3 петли провязали вместе.
Теперь 3 воздушные петли между двумя пышными столбиками. Провязываем 2 таких же пышных столбика. Один пышный столбик из 3 накидов. Зафиксировали петлей, 2 воздушные петли. И сюда же второй пышный столбик. Зафиксировали петлей. Далее делаем 3 воздушные петли. У нас тут листик уже был закончен, поэтому мы его уже не провязываем. Делаем 1, 2, 3 воздушная петля и переходим сразу к пышным столбикам. Между пышными столбиками провязываем 2 таких же пышных столбика. Первый пышный столбик, 2 воздушные петли и сюда же второй пышный столбик из 3 накидов. Далее 3 воздушные петли и эту часть узора повторим так же, как и в начале ряда. Вершину первого столбика провязываем столбик с накидом не до конца. Вершину второго столбика столбик с накидом не до конца. 3 петли на крючке и все 3 петли провязываем вместе. Вершину третьего столбика провязываем 1 столбик с накидом. Вершину четвертого столбик с накидом не до конца. И в последнюю вершинку провязываем столбик с накидом не до конца. 3 петли на крючке провязали вместе. Далее делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Вершину первого столбика провязываем 2 столбика с накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик с одним накидом. Вершину второго столбика провязываем 1 столбик с одним накидом. И вершину третьего столбика провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик с накидом. Провязали 5 столбиков. Теперь делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Далее вершину первого столбика провязываем столбик с накидом не до конца. Вершину второго столбика столбик с накидом не до конца. 3 петли провязали вместе. Вершину третьего столбика провязываем полноценный столбик с одним накидом. И делаем еще убавку в конце. Столбик с накидом не до конца и в вершину последнего столбика также столбик с накидом не до конца. 3 петли на крючке провязали вместе. 3 воздушные петли. В конце между двумя пышными столбиками, так же как и в начале ряда, провязываем 3 пышных столбика. Делаем 1 пышный столбик, 2 воздушные петли. Сюда же под цепочку второй пышный столбик, 2 воздушные петли и под эту же цепочку третий пышный столбик из 3 накидов. И фиксируем петлей. Итак, мы провязали 3 пышных столбика в конце ряда, так же как и в начале ряда у нас 3 пышных столбика идут. Вот они. Итак, на этом мы с вами провязали 13 рядов. Здесь уже полностью закончен узор у нас. Эти 5 лепестков провязаны полностью, но мы продолжаем вязание. Начинаем следующий, 14 ряд. Эти 3 пышные столбика у нас как бы основание для начала нового узора. Вот так же у нас будет уже раздваиваться, как бы развилка это у нас.
Итак, начинаем наш ряд. В начале между двумя пышными столбиками провязываем 2 пышных столбика. Первый пышный столбик, 2 воздушные петли и сюда же второй пышный столбик. Вот они. Теперь делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И между этими двумя пышными столбиками провязываем еще 2 пышных столбика. Первый пышный столбик, 2 воздушные петли и сюда же второй пышный столбик из 3 накидов. Теперь у нас 4 пышных столбика здесь в начале ряда. Далее провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Здесь у нас 3 вершинки. Мы будем делать убавку из 3 столбиков. Вершину первого столбика провязываем столбик с накидом не до конца. На крючке оставились 2 петли. Вершину второго столбика провязываем столбик с накидом не до конца. На крючке осталось 3 петли. И в вершину третьего столбика, точнее в третью вершину, провязываем столбик с накидом не до конца. 4 петли на крючке и провязываем все 4 петли вместе. Так мы завершили листик наш. Делаем 2 воздушные петли. И теперь будем здесь делать прибавочки. Вершину первого столбика провязываем 2 столбика с накидом. Первый столбик. И сюда же в эту же вершину провязываем второй столбик с накидом. Вершину второго столбика также делаем прибавочку из 2 столбиков с накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петли. Вершину одного столбика пропускаем, не провязываем. В вершину следующего столбика провязываем прибавку. Первый столбик с накидом и сюда же в эту же вершину второй столбик с накидом. В вершину последнего столбика также 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом и в эту же вершину второй столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петли. 1, 2. И здесь у нас 3 вершинки. Из этих 3 вершин будем делать убавку. Вершину первого столбика провязываем столбик с накидом не до конца. Вершину второго столбика столбик с накидом не до конца. И вершину в третью вершину также столбик с накидом не до конца. На крючке 4 петли. И теперь 4 петли провязали вместе. Закрыли листик. Набираем 3 воздушные петли. И между двумя пышными столбиками провязываем такие же 2 пышных столбика. Первый пышный столбик, 2 воздушные петли и сюда же под эту же цепочку второй пышный столбик. Теперь в предыдущем ряду у нас была цепочка из 3 воздушных петель. В этом же ряду также провяжем цепочку из 3 воздушных петель над этой же цепочкой. То есть у нас должно быть здесь подряд 2 цепочки из 3 воздушных петель, одна над другой. Между двумя пышными столбиками провязываем 2 пышных столбика. И далее вяжем 3 воздушные петли.
Здесь 3 вершины собираем вместе. Вершину первого, в первую вершину, все время хочется сказать столбиком, но их там 2. В первую вершину столбик с накидом не до конца, во вторую вершину столбик с накидом не до конца и в третью также столбик с накидом не до конца. 3 петли на крючке собрали вместе. Теперь 2 воздушные петли, а здесь делаем прибавки. Вершину первого столбика провязываем 2 столбика с накидом. Первый провязали и сюда же провязываем второй. Вершину второго столбика также провязываем 2 столбика с накидом. Первый и сюда же второй. Теперь делаем 2 воздушные петли. Одну вершину пропускаем, а в следующую провязываем прибавку. Столбик с накидом 1 и сюда же столбик с накидом 2. В последнюю вершину провязываем 2 столбика с накидом. Первый и сюда же второй. Теперь делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Здесь у нас 3 вершины, мы их объединим. Вершину первого столбика столбик с накидом не до конца. Во вторую вершину столбик с накидом не до конца и в третью вершину также столбик с накидом не до конца. 4 петли на крючке провязали вместе. Делаем 3 воздушные петли. И здесь у нас пышные столбики. Между первыми 2 пышными столбиками провязываем такие же 2 пышных столбика, как и в начале и конце каждого ряда. Пышный столбик 1, 2 воздушные петли и сюда же второй пышный столбик. Теперь делаем 3 воздушные петли и между вот этими 2 пышными столбиками, то есть под цепочку, провязываем 2 пышных столбика. Первый пышный столбик, 2 воздушные петли и сюда же второй пышный столбик из 3 накидов. Зафиксировали петлей. Так у нас тоже здесь в конце 4 пышных столбика, как и в начале ряда. Приступаем к вязанию 15 ряда. Начинаем все так же с 2 пышных столбиков. Под первую цепочку между 2 пышными столбиками провязываем 1 пышный столбик, 2 воздушные петли и сюда же второй пышный столбик. Теперь делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Под цепочку из 3 воздушных петель провязываем столбик с 1 накидом. 3 воздушные петли. Между 2 пышными столбиками провязываем 2 таких же пышных столбика. 1 столбик пышненький, 2 воздушные петли и сюда второй пышный столбик. То есть здесь у нас будет начинаться новый узор между пышными столбиками. Теперь 3 воздушные петли. В предыдущем ряду у нас здесь закончился листик, был довязан до конца, поэтому мы его пропускаем и будем вязать здесь вот по этим столбикам. В каждый столбик будем провязывать по одному столбику с накидом. Вершину первого столбика первый столбик с накидом, далее следующую вершину второй столбик с накидом, следующую третий столбик с накидом и в последнюю 4 столбик с 1 накидом. Так, провязали 4 столбика подряд. Теперь 2 воздушные петли под цепочку столбик с 1 накидом, 2 воздушные петли. И здесь также провяжем в каждую вершину по одному столбику с накидом. Первый столбик,
в следующую вершину второй столбик, в следующую вершину третий столбик и в последнюю четвертый столбик с одним накидом. Провязали 4 столбика. Тут у нас тоже законченный листик, поэтому мы его пропускаем, не провязываем. Делаем 3 воздушные петли и сразу переходим к пышным столбикам. Между двумя пышными столбиками провязываем первый пышный столбик, 2 воздушные петли и сюда же второй пышный столбик. Итак, смотрите, мы здесь в начале между пышными столбиками провязывали 1 столбик с накидом. Здесь вот посередине также у нас пышные столбики, и между ними мы должны провязать также 1 столбик с накидом. То есть сделали 3 воздушные петли. Теперь под цепочку из 3 воздушных петель провязываем столбик с накидом. Опять 3 воздушные петли. Ну и здесь между пышными столбиками провязываем 2 пышных столбика. Первый пышный, 2 воздушные петли и сюда еще один второй пышный столбик с накидом, с 3 накидами. Далее делаем 3 воздушные петли. Пропускаем вот эту часть, так как листок у нас уже закончен в предыдущем ряду, а здесь провязываем вершину каждого столбика по одному столбику с накидом. Первый столбик, следующую вершину второй столбик, следующую третий и в последнюю четвертый столбик с одним накидом. Теперь 2 воздушные петли делаем. 1, 2, под цепочку столбик с одним накидом. 2 воздушные петли и тут вершину каждого столбика по одному столбику с накидом. Первый столбик с накидом, в следующую вершину второй столбик с накидом, в следующую третий и в последнюю четвертый столбик с одним накидом. Далее 3 воздушные петли. Здесь мы закончили листик, поэтому пропускаем эту часть. Переходим сразу к пышным столбикам. Между двумя пышными столбиками провязываем 2 пышных столбика. Теперь 3 воздушные петли провязываем. 1, 2, 3. Под цепочку столбик с одним накидом. Еще 3 воздушные петли. И в конце между двумя пышными столбиками провязываем еще 2 пышных столбика. Первый пышный столбик, 2 воздушные петли и второй пышный столбик. Фиксируем петлей и закончили мы с вами ряд. Это у нас был 15 ряд. Здесь вот у нас будет начинаться новый узор. Вот тут, в конце и вот и в начале здесь. Начинаем 16 ряд. Начинаем все так же с 2 пышных столбиков. Хочется сделать и подробный прям мастер-класс, и в то же время он не должен видео на YouTube занимать много времени, однако не получается. Так, сделали 2 пышных столбика. Теперь 3 воздушные петли. Вот вершину столбика с накидом привяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, сюда же второй и третий столбик. Теперь
3 воздушные петли между двумя пышными столбиками. Также провязываем 2 пышных столбика. Первый пышный столбик, 2 воздушные петли и сюда же второй пышный столбик. Далее у нас идут 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Здесь у нас в предыдущем ряду есть 4 столбика с накидом. Мы их соберем вместе. Вершину первого столбика провязываем столбик с накидом не до конца. 2 петли у нас остались на крючке. Вершину второго столбика столбик с накидом не до конца. На крючке 3 петли. Следующую вершину столбик с накидом не до конца, 4 петли на крючке. И в вершину четвертого столбика столбик с накидом не до конца, на крючке у нас 5 петель. Провязываем все 5 петель вместе. Теперь делаем 3 воздушные петли. Здесь у нас одинокий столбик с одним накидом. В его вершину мы провяжем 3 столбика с накидом. Первый столбик сюда же, второй столбик и в эту же вершину 3 столбик с накидом. Теперь 3 воздушные петли и эти 4 столбика соберем вместе также. Вершину первого столбика провязываем столбик с накидом не до конца. Вершину второго столбика столбик с накидом не до конца. Следующую вершину столбик с накидом не до конца. И вершину последнего четвертого столбика столбик с накидом не до конца. На крючке у нас 5 петель. Все 5 петель провязали вместе. Теперь у нас цепочка из 3 воздушных петель. И между двумя пышными столбиками провязываем 2 пышных столбика. Первый пышный столбик, 2 воздушные петли и сюда же второй пышный столбик. Далее, теперь мы делаем 3 воздушные петли. В предыдущем ряду у нас тут 1 столбик с накидом. В его вершину провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик сюда же, второй столбик и в эту же вершину 3 столбик с накидом. 3 воздушные петли и между двумя пышными столбиками провязываем такие же 2 пышных столбика. Первый пышный столбик, 2 воздушные петли и сюда же второй пышный столбик. Зафиксировали петлей. Теперь делаем 3 воздушные петли. Здесь у нас 4 столбика. Мы их соберем вместе. Вершину первого столбика столбик с накидом не до конца. Следующую вершину столбик с накидом не до конца. Далее опять столбик с накидом не до конца и в четвертую вершину столбик с накидом не до конца. 5 петель на крючке провязали вместе. Делаем 1, 2, 3 воздушные петли. У нас идет столбик с одним накидом. В его вершину провязываем 3 столбика с одним накидом. Второй и сюда же 3 столбик. Теперь 3 воздушные петли и эти 4 столбика также соберем вместе. Вершину первого столбика столбик с накидом не до конца, 2 петли на крючке. Вершину второго столбика столбик с накидом не до конца. Вершину третьего столбика и вершину четвертого столбика также по столбику с накидом не до конца. И собрали
5 петель вместе. Провязали 3 воздушные петли. Теперь между двумя пышными столбиками провязываем такие же 2 пышных столбика. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В вершину одинокого столбика провязываем 3 столбика с накидом. Первый, сюда же второй и третий столбик с накидом. Теперь 3 воздушные петли. И в конце между двумя пышными столбиками провязываем такие же 2 пышных столбика с 3 накидами. Фиксируем петлей, и на этом мы закончили 16 ряд. То, что она морщинится, волнистая такая получается сейчас шаль, не обращайте внимания. После этого все выровняется. То есть так должно получиться, потому что пышные столбики идут и просто столбики, как-то оно между собой так переплетается. В общем, в итоге будет все хорошо. Начинаем 17 ряд. Провязываем в начале 2 пышных столбика. И теперь делаем 3 воздушные петли. Здесь у нас 3 столбика. Вершину первого столбика провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, сюда же второй столбик. И в эту же вершину третий столбик с накидом. Далее делаем одну воздушную петлю. В вершину второго столбика провязываем 1 столбик с одним накидом. Делаем одну воздушную петлю. И в вершину третьего столбика провязываем еще 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, сюда же второй столбик и третий столбик с накидом. Теперь 3 воздушные петли. Между двумя пышными столбиками провязываем такие же 2 пышных столбика. Теперь делаем 3 воздушные петли. Эту мы часть пропускаем, так как лепесток у нас уже окончен. А здесь вершину первого столбика мы провязываем 1 столбик с накидом. Вершину второго столбика провязываем 2 столбика с накидом. Первый столбик и сюда же в эту же вершину второй столбик. В вершину третьего столбика 1 столбик с накидом. Провязали 4 столбика. Делаем 3 воздушные петли. Здесь у нас лепесток окончен, мы эту часть пропускаем и переходим к пышным столбикам. Между двумя пышными столбиками провязываем 2 пышных столбика. Первый пышный столбик и сюда же второй пышный столбик. Здесь у нас начинается новый узор, который вяжется прямо над тем, который мы в самом начале вязали, из которого мы вообще начинали наше вязание. Также узор идет, повторяется, аналогично вяжется в начале и в конце ряда. Но этот ряд вы довяжете сами без меня до конца. Вяжется он, в принципе, несложно. Думаю, уже понятно. А то я тараторю только со своими пышными столбиками и столбиками с накидом, воздушными петлями вам. Вот это у меня готовый результат. Провязаны здесь у нас 17 рядов. Я провела уже ВТО, обратите внимание. Видите, это то, о чем я говорила. Изделие стало таким ровным, все аккуратно, красиво, никакой вот этой вот гармошки и волн нету, как в начале, когда
Ну, когда просто вяжете. Но тот, кто будет вязать, вы заметите это. Напишите, кстати, в комментариях, смущает вас это или нет, потому что меня сильно смущало. Мне все казалось, что результат нормальным не получится. И прежде чем связать изделие, я также привязала вот образец, сделала ВТО, посмотрела, стоит ли вязать его дальше или нет. Думаю, вдруг какая-то там ошибка в схеме или я что-то неправильно делаю. Нет, все прекрасно. Я очень довольна результатом. Изделие реально получается шикарное. Итак, вяжите далее по схеме столько, сколько вам необходимо для нужного вам размера шали. То есть хотите большую, проблем нет, вяжите большую, хотите поменьше. Все на ваше усмотрение, все по вашему желанию. У меня, кстати, изделие получилось, шаль сама получилась готовая 175 сантиметров на 110, плюс 20 сантиметров, это у меня еще бахрома. Ее как готовую изделие обычно не считаю, а отдельно. Так, раппорт узора у нас с 12 по 17 ряды. Каждый раз как бы увеличиваться будет у нас именно по краям, с двух сторон начинаться новый узор, будет именно с краю. С одного конца, с начала ряда и с конца ряда. Кстати, расход у меня 280 грамм. То есть вот на вот мое изделие, которое вы видели в начале, такого вот размера, у меня ушло 3 моточка. Еще даже вот осталось на образец. 280 грамм, это я говорю с учетом бахромы. Вместе с бахромой на все, на полностью готовое изделие у меня ушло 280 грамм пряжи данного производителя, данного вот метража. Но у вас, конечно, это может отличаться, если вы будете использовать другую пряжу. Мне очень понравился этот узор. Мне очень прям нравится, что он такой вот один над другим. Эти листики получаются. И не закрывшиеся такие, знаете, как бы плавный переход одного листочка к другому. Очень красивый, оригинальный. Автор просто золото, кто бы она ни была. Кстати, если вы знаете, помните, да, я просила вначале, напишите в комментариях, кто это. Хотелось бы сказать спасибо автору. Прикрепляю здесь, как обычно, полную схему данного узора. Можете сделать себе скриншот с экрана, а также можете пройти в социальные сети. Оставлю ссылочки на социальные сети внизу в описании под видео, а также в описании канала они всегда есть. Там вы найдете и данную схему в лучшем качестве, а также другие схемы на мои изделия по моим мастер-классам. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал здесь, на YouTube. Также подписывайтесь в социальных сетях. Будем дружить с вами. Пишите комментарии, пишите в социальных сетях. Если у вас какие-то сложности возникли в вязании, возможно, я сейчас что-то упустила, не все сказала, потому что мастер-класс слишком длинный получился. Пишите об этом, будем разбираться, будем говорить, будем решать проблему, если она вдруг оказалась. На этом все. Заканчиваю свой мастер-класс. Была рада вернуться вновь на YouTube с каким-то новым изделием для вас. Но надолго прощаться с вами не намерена. Надеюсь, в скором времени мы с вами здесь опять увидимся. Всего вам доброго.